Вопрос лишь в том, что вы хотите от своей жизни, а потом, что вы готовы для этого сделать. И вот тогда я уже почувствовала некую тоже ответственность о том, что если я буду рассказывать о том, что происходит в моей жизни, те люди, которые сейчас далеко находятся, возможно, в деревнях или еще в каких-то недоступных квартирах, они увидят, что можно жить иначе, что можно жить очень активно. И вот это ощущение свободы, как раз, когда ты долго был лишен этого, когда ты, заперт в своем теле, ты заперт в 4 стенах своей квартиры, и тут появляется свобода. И вот тогда ты понимаешь, насколько вообще вот эти возможности, они ценны. То, что ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет там в будущем. Если ты можешь поехать туда, сделать то, живи. Вот просто здесь и сейчас наслаждайся тем, что ты можешь. Ну и опять же, делись тем, что тебе подарило небо, да, что ты имеешь эту возможность. И вот она пошла как по спирали закручивать вся эта история, что в итоге сейчас я вот так, кто я есть. Потому что я просто начала двигаться. Независимо от того, что с тобой случилось, начинай жить прямо сейчас. И если говорить про смирение, про принятие, тогда его не было абсолютно. Ты понимаешь, что нужно делать. Ты понимаешь, что все это разрабатывается вот таким трудом. Но когда проходит месяц, когда проходит 2 месяца, а потом полгода, а потом проходит год, а потом проходит 2-й год. И ты все тренируешься каждый день, с утра до вечера. Ты пытаешься, пробуешь. И вот это очень такой момент, который проверяет тебя-то вообще, кто ты-то. Потому что я вот в таких тренировках провела около 5 лет. Искусство маленьких шагов, оно вот, мне кажется, там как ничто проявляется, когда ты в себе ставишь небольшие цели и просто дожить до утра, дотерпеть до нового, там перевязки. И такая счастье, такая ценность, которую, правда, многие люди не замечают, когда у тебя просто появляется свобода передвижения. Такой главный перелом внутри случался, что, Наташа, все, вот сейчас нужно жить так. Вот у тебя теперь есть опять твой клуб, в котором ты не можешь быть слабым. И это такое интересное ощущение, что да, я вернулась. Да, я вернулась в вот таком виде. Не хватало денег, я начала находить себе удаленную дополнительную работу, и поэтому я просто сутками начала работать. У меня было до 6 работ в одно время, когда я с утра до ночи просто работала, сидя в одной комнате в 4 стенах, шаг за шагом. Я могу, я хочу, мне нужно зарабатывать. Потому что главная моя цель для того, чтобы человек полностью был самостоятельным, сам себя обеспечивал и создавал себе жизнь, которую он хочет жить. Если у тебя не работают руки, то это означает лишь одно, что ты должен заработать на здоровые руки возле себя. Нету потолка в заработке для людей с инвалидностью, будь то 20, 40, 60, 100 тысяч. Сколько ты хочешь зарабатывать? А потом вопрос, а что ты готов для этого делать? И вот готов ли ты так работать, или ты просто хочешь быть депутатом или каким-то там великим, известным человеком? Господи, как же я хочу жить, пожалуйста, просто оставьте мне жизнь. Друзья, хочу напомнить вам о возможности получения бесплатного часа коучинга с Натальей Коптелининой. Для этого вам нужно ответить в комментариях к нашему с ней разговору о том, в какой компании, на какой должности и с каким кругом обязанностей, по вашему мнению, она могла бы работать. Ждем ваших комментариев. Спасибо. Наталья, а мы уже начали говорить о том, что помогает вам в быту. Вот эти вот картонки Нина Вортман тоже мне показывала. Она сделала с ортопедом такие специальные тоже напальчники, потому что у нее также работают руки, как у вас. И что вам еще помогает? Какие технические средства вы используете для того, чтобы работать и для того, чтобы передвигаться? Но вот мое самое главное правило, которое я вообще всем повторяю, что если у тебя не работают руки, то это означает лишь одно, что ты должен заработать на здоровые руки возле себя.
Вот как только ты начнешь работать, будучи шейником, кем угодно, да, с любой травмой, начнешь зарабатывать и начнешь оплачивать сам своего помощника, не ожидая от государства там, или еще от кого-либо помощи, собственно, тогда у тебя жизнь совершенно будет в другом качестве. У меня есть личный помощник, как секретарь, который меня сопровождает на все мои поездки, совещания и так далее, потому что я могу ему оплатить его зарплату. У меня дома мы с моей комнаты убрали практически всю мебель. У меня есть функциональная кровать, которая на пульте поднимает выше-ниже спинку, да, там и уровень кровати. Я пересаживаюсь с помощью, конечно, мамы, я сама не могу, в эту коляску электрическую. Я могу заехать в ванну. У меня удобная сделана раковина по высоте, и я в этой раковине могу сама умываться, краситься. Я одеваюсь, и я выезжаю на улицу. То есть у меня дома нету каких-то спецсредств, подъемников, каких-то там еще усовершенствований, но у меня есть свобода передвижения. То есть я могу сама заехать в ванну, двигаться по своей комнате, доехать свободно до кухни, встать за более высокий стол, который под мою коляску заказан, да, и позавтракать со своей семьей. Это очень большая ценность, которую многие люди даже просто не замечают, когда ты можешь из своей комнаты доехать до кухни, а потом одеть куртку, придет твой помощник, и вы поедете по своим делам. Это такая счастье, такая ценность, которую, правда, многие люди не замечают, когда у тебя просто появляется свобода передвижения. Я надеюсь, что вот отсутствие свободы передвижения, которое мы в этом году пережили, переживаем уже сейчас во второй раз, и дай бог нам не переживать этого и дальше, что это поможет неким образом людям, у которых нет инвалидности, понять то, как вы живете. Не случайно проект называется «Две луны в твоих мокасинах», потому что это как раз не суди о человеке, пока не провел два или месяц, две луны в его мокасинах, говорит индийская пословица. И, собственно говоря, так и родилось название проекта, потому что мы как раз сейчас, особенно в апреле, могли пережить вот эту ситуацию. И я думаю, что на самом деле в большой перспективе, когда мы говорим про инклюзию, вообще про гуманизацию нашей человеческой жизни, да, когда границы между мы и они, мы и вы и мы будут стираться, это очень поможет нам, людям без инвалидности, почувствовать, что это было. Или, по крайней мере, когда вы в следующий раз будете это говорить, можно сказать, напоминать. Вы помните, как вы сидели? Вот. Хотите так сидеть? Сделайте для себя иначе. Да? Вопрос про спорт и физические упражнения. Я человек очень ленивый. То есть у меня хорошее тело благодаря моим родителям, но вот больше чем 9 месяцев заниматься йогой по утрам, после того, как я как раз те самые 21 день этим занималась в Индии, у меня, в общем, не получилось. И даже когда я выходила из депрессии, я полгода занималась фридайвингом, но на большее меня не хватило. Я очень интенсивно это делала, но на большее меня не хватило. Обязательно ли здоровое тело для того, чтобы был здоровый дух? Вот для успеха это обязательное условие? Я, конечно, хочу услышать: "Нет, Яна, вы можете сидеть на диване и там, потому что я хочу это услышать. Но вот с вашей точки зрения, у вас же есть большой опыт, разных людей, и вы сейчас и преподаете, к чему мы еще придем. Что с телом? На самом деле, как раз когда создавался проект «Шаг за шагом к мечте», вообще как я к нему пришла, когда 5 лет я проработала вот так вот удаленно со своими здоровыми спортсменами, которые стали уже чемпионами края, Сибири, России, мира. И у нас прекрасные спортсмены, тренеры, отличная команда, которая многого достигла. И я все свои силы, все свои умения, вообще все свое внимание направляла годами на них, помогала им на этом вот непростом спортивном пути. Но ко мне, когда как-то приехала моя семья, тоже мои родственники говорят: Наталья, ну вот ты-то сидишь,
Вот ты это все для них делаешь, а для инвалидов ты когда вообще займешься-то собой? Ты вообще прекратила тренироваться, у тебя не хватает времени, ты вся в работе. И вообще, сама-то ослабла же опять. Спортом когда будешь заниматься и, собственно, давай. И тогда как раз я села и начала думать про этот проект социальный «Шаг за шагом к мечте», который призван, собственно, возрождать людей с инвалидностью к активной жизни. И, собственно, можно эту идею вообще на любого человека перенести. И как раз спорт стал первым спусковым крючком для того, чтобы человек ощутил сам себя. Потому что, когда я доказывала о том, что проект важен и нужен, я говорила о том, что мы, когда привезем этих людей с инвалидностью, которые напуганы, которые не знают, как жить дальше, в спортзал и дадим им возможность ощутить, что я могу, у них появятся другие желания, другие вообще цели и другое движение. Когда человек с инвалидностью или любой здоровый, любой человек начинает тренироваться, он начинает видеть изменения. Это самый простой путь понять и увидеть, что я могу, что у меня появляется какая-то новая сила. Вчера была там 3 килограмма гантелька, а сегодня 300. Там вчера я сделал 25 упражнений на пресс, а сегодня 27. Получается. А еще чуть-чуть, а еще немножко. И в итоге вот так вот шаг за шагом, понемногу, маленькими шагами человек начинает ощущать, что у него получается достигать небольшие цели. И вот честно, для меня спорт нужен для вот этого, для того, чтобы человек понял, что у него получается. И ребята наши, которые начинают тренироваться по проекту в этих спортзалах, они месяц-два просто в себя приходят, ощущают, а вот потом на одном спорте далеко не уедешь. А вот потом как раз мы подключаем культуру и вообще участие в общественной жизни для того, чтобы подарить новые эмоции этому человеку, который понял, что я могу, а потом мы привозим его в театр на концерт или на спортивный матч, и у него рождается желание, а теперь я хочу. А теперь я хочу в этой жизни быть. А теперь я хочу еще ходить на эти концерты, я хочу хорошо одеваться. А вот для этого мне нужны деньги. А для этого мне нужно зарабатывать. И уже появляется третий этап, как бы само собой мы переходим на следующий этап, шаг за шагом. Я могу, я хочу, мне нужно зарабатывать. Потому что главная моя цель для того, чтобы человек полностью был самостоятельным, сам себя обеспечивал и создавал себе жизнь, которую он хочет жить. Тогда давайте сейчас будем говорить про работу, потому что вторая мысль, которая привела меня к этому проекту, к интервью, она как раз состоит в том, что инклюзия инвалидности перешла сейчас из социальной сферы в бизнес-сферу. И это абсолютный тренд сейчас в мире с движением The Valuable 500, куда подключились уже Билайн, Сбербанк, Сколково в России. И вопрос трудоустройства людей с инвалидностью, если 10 лет назад, когда мы с Тобиасом этим занимались, я могла найти каких-то 6 линков на эту тему, и это были какие-то, знаете, в университетах это были пожилые профессора, которые делали какое-то повышение квалификации, которое не было никому нужным, потому что она была абсолютно оторвана от жизни, то сейчас я вот нашла 6,5 миллионов в поисковике линков на тему трудоустройства людей с инвалидностью. И это говорит о многом. Считается, что люди с инвалидностью, как клиенты и сотрудники, общее мнение такое, что это развивает soft skills компании, что это улучшает климат, что это повышает эмпатию, что это повышает лояльность сотрудников, которые работают в этой компании. Но на самом деле бизнесмену очень сложно объяснить, почему он должен брать человека, сотрудника с инвалидностью для того, чтобы улучшить климат в компании. Да? Это лишний расход, и улучшить климат в компании возможно, можно какими-то другими способами, инсентивом, поездками, там, я не знаю, да, есть масса способов. Вот. Но если мы говорим о том, и есть уже исследования, которые говорят о том, что человек с инвалидностью, он просто реально повышает капитализацию компании и создает, ну и кроме того, что он становится налогоплательщиком,
а не благополучателем, как для всего общества. Об этом, кстати, очень интересно говорит Роман Аранин. Я всем советую посмотреть его интервью. А теперь смотрите, вы депутат. Давайте представим, что государственное управление – это тоже компания, это бизнес, да? Который существует, кстати, на наши с вами деньги. Вот, и должен производить продукты и услуги, которые должны покупаться, которые должны быть удобны для всех. Вот тот факт, что вы сейчас работаете в этой компании, которая называется Дума Красноярска, да, что оно изменило в работе этой компании и в тех продуктах, которые она производит для рынка? Мне кажется, главной вообще причиной, почему любая компания должна брать инвалидов на работу, это даже не то, что улучшается лояльность, там, теплота или атмосфера в коллективе, а то, что все другие здоровые сотрудники начинают работать лучше. Я, когда попала в городской, у нас совет называется, да, не дума, а совет, как депутат, я записалась во все комиссии, которые есть в этом совете. И я за эти годы пропустила, порядка, может быть, 10 там совещаний, но очень мало. То есть я стараюсь бывать на всех совещаниях, на всех заседаниях, и я от начала и до конца этих совещаний я буду сидеть. Да, возможно, у меня будет сводить ноги, я буду болеть, я чувствую, как спина там отваливается и так далее, но я буду отрабатывать от начала и до конца ту работу, в которую мне доверили жители. И видя, как я терплю и как я работаю, мне кажется, мои здоровые коллеги, мои вот вообще коллеги по совету, теперь тоже им как-то даже стыдно расслабляться. Наталья-то сидит, а я как-то, тоже, ой, да, и так, ладно, и мы все стали как-то работать, мне кажется, несколько иначе. Это как бы одна из причин, почему инвалидов нужно работу брать. Они помогут зарабатывать в вашей компании больше. Далее. Так как мы сейчас везде занимаемся доступной средой, и я пропагандирую вопрос о том, чтобы мы должны дать возможность человеку выйти на улицу, не для того, чтобы он просто пошел погулять, и для того, чтобы мы ему создали какие-то условия, а для того, чтобы он сам смог заняться своей жизнью. Чтобы наконец-то он просто начал, как я, перемещаться по городу и заниматься своей жизнью самостоятельно. Потому что, увы, наше государство, наше общество долгое время растило таких неких иждивенцев, которые сидят дома в недоступных квартирах, мы им даем какую-то там пенсию, какие-то средства, и ладно, и пусть сидят. И образование удаленное, вроде как учим, пусть, помогаем этому человеку вроде как существовать. Но для меня, как политика, вообще главная сейчас цель перестроить и сознание общества, и самих инвалидов, что тоже, кстати говоря, большая проблема, о том, что, ребят, возможностей-то очень много. И если вы хотите себе ступенькоход, то вопрос не в том, впишут вам его в ИПР или нет, а когда вы на эту ступенькоход заработаете, когда вы поедете в отпуск или в нужный центр реабилитации. 300 тысяч. Окей, сколько я должен зарабатывать в месяц, если я хочу заработать за год? 12 месяцев, делим 300 на 12, получаем сумму. Сколько мне нужно сделать работ и себе дохода, чтобы я заработал на то, что я хочу? И вот так вот я теперь ставлю вопросы, общаясь с людьми с инвалидностью. Нету потолка в заработке для людей с инвалидностью, будь то 20, 40, 60, 100 тысяч. Сколько ты хочешь зарабатывать? А потом вопрос, а что ты готов для этого делать? Возможности есть. Если не хватает, я помогу. Мы как государство тебе поможем. Что ты потом готов сделать для того, чтобы зарабатывать необходимую тебе сумму? И вот тут вопрос. Не все готовы. Не все готовы, но, по-моему, это и вообще в мире, это не зависит от инвалидности. Это просто не все раньше же была готовы. очень хорошая отговорка. Я же с инвалидностью. Я же несчастный, мне же все болит, мне же нельзя долго сидеть, у меня же руки парализованы, я же. Ребят, перед тобой компьютер, перед вами интернет и весь мир. Вы можете зарабатывать на помощь для того, чтобы спуститься по недоступной лестнице. Заработай 40 тысяч и оплати себе помощников, которые тебя на руках вынесут и поставят, куда тебе нужно. Но вот заработаешь ли ты?
Будешь ли ты по вечерам открывать интернет и слушать массу бесплатных вот этих вот ресурсов? Будешь ли ты прочитывать по книге в неделю, как делают многие успешные люди? Ведь у нас очень извращенная картинка того, что мы смотрим в Инстаграме или по телевизору. Вообще такие все красивые, хорошие, такие все молодцы, у них все получается. Но на деле, если глубоко вовнутрь заглянуть, какая большая нагрузка на этих людей. Это можешь ты, не можешь, каждый день ты должен сделать пост, будучи блогером. Хочешь, не хочешь, ты должен выходить там в те же сторис в Инстаграм и делать эти небольшие нарезки. А значит, ты должен хорошо выглядеть, там помыть голову, накраситься, одеться, будучи дома, неважно. Ты должен вести свою страничку и вкладывать в это свои силы. Будучи политиком, ты должен каждый день ездить на совещания, выдерживать поток там, негативной информации и большой-большой поток информации держать в голове. А после этого ехать домой, заниматься бизнесом, работать, как вот делаю я, потому что у нас, как у депутатов, нет зарплаты, и мы зарабатываем на своих работах. И вот готов ли ты так работать, или ты просто хочешь быть депутатом или каким-то там великим, известным человеком? Я, кстати, посмотрела ваши посты в Инстаграме, их такое количество. Вы это как делаете? Вы сами пишете или все-таки ваши руки, ваша помощница вам помогает? Вы наговариваете, она пишет. Как вы это делаете? Я полностью все свои социальные сети веду сама. Да, помощник помогает мне, когда мы идем по улице, она делает фотографии, она делает видеосъемку, которую я прошу, но потом я приезжаю домой, и обычно это в 11-12 вечера или там в 10, когда у меня наконец-то есть какое-то свободное время, я делаю эти посты. Причем я веду и контакт, и Инстаграм, и Фейсбук одновременно, и бывает мои посты разнятся, потому что разные сети, разные подходы, разная информация. И это, да, дополнительная нагрузка, которую я делаю каждый день, ну или там через день, потому что я хочу жить иначе, и я понимаю, что я могу. И каждый из нас может, если он хочет, добиться некой цели. Вопрос лишь в том, что вы хотите от своей жизни, а потом, что вы готовы для этого сделать. Ведь для того, чтобы вечером после нескольких часов заседаний, после управления бизнесом, после занятий с людьми, которые вы сейчас ведете, открыть компьютер и написать посты в 4 социальных сети, и ваши многие посты, они не коротенькие, да, их интересно читать, они длинные. Для этого нужно внутренняя дисциплина и желание. Это кайф же должен быть. Потому что лично для меня я очень люблю вылизывать тексты, слова. Вот для меня это очень долгий процесс. Откуда вы берете силы? Это как-то у вас натренировано уже, что, кстати, тоже возможно. Как у успешного человека многие вещи просто натренированы, как у спортсмена. Но когда я стала вообще депутатом, я ощутила громаднейшую ответственность за то, что я пришла на это место, что мне доверили эту работу. И я понимаю, что, будучи, находясь в этих кабинетах, я вижу и слышу, и происходят действия некоторые, которые жители, находясь за вот этими дверями, они этого не видят и не слышат. И если я не приду домой и про это не расскажу, то, возможно, кому-то будет, опять же, неспокойно, опять же, непонятно, и, возможно, мы что-то сделали такое, что конкретно чью-то жизнь облегчит, потому что он узнает, что ура, вот именно этот вопрос сдвинулся. Поэтому вот у меня скорее посты — это как некая ответственность, что я должна это делать как часть политики. Хочу я, могу я, болею, не болею, все, я отработала, и это тоже часть этой работы. Я после работы должна о ней рассказать. И порядка, я тоже очень такой перфекционист, у меня, наверное, на пост уходит час, на все это оформление по всем этим сетям, порядка часа, я даже, бывает, засыпая, уже в кровати, в телефоне я доделаю, потому что я должна это сделать. Ну или я могу там дать себе послабление, утром проснуться рано, там часов в 6, в 5, в 7, и доделать пост, и написать, что это было вчера, что мы вчера приняли такое-то решение, или я была там-то. Но я должна это рассказать, потому что люди иначе про эту работу не узнают.
Плюс, даже не будучи депутатом, когда я начала активное вообще путешествие по центрам реабилитации, особенно в Москве, нас вывозили на разные концерты, мероприятия, там в театре или еще куда-либо, и вообще происходило много чего интересного в жизни, о котором хотелось рассказать. И вот тогда я уже почувствовала некую тоже ответственность о том, что если я буду рассказывать о том, что происходит в моей жизни, те люди, которые сейчас далеко находятся, возможно, в деревнях или еще в каких-то недоступных квартирах, они увидят, что можно жить иначе, что можно жить очень активно. У меня, когда я лежала в центре преодоления как-то 30 дней, у меня было 36 посещенных мероприятий за месяц. Я вроде такая вот, да, занятая, слабая, парализованная, от всех зависящая. С утра до вечера у меня процедуры, ЛФК, физиолечение. Я посетила 36 мероприятий. Это выезды, выставки, Третьяковка, храмы, театры, концерты, прогулки и так далее. Потому что можно. Потому что ты можешь это все успевать делать, если ты захочешь. Да, и большое спасибо Руслану Саидовичу Курбанову, который приложил огромные усилия для того, чтобы это стало возможным. И я помню, у меня был прекрасный момент. Я как-то приехала читать очередную такую свою лекцию про ребрендинг в Disability. Тишина, никого нет. Руслан Саидович походил, постучал там по каким-то дверям, говорит: вы знаете, Яна, на самом деле все уехали на концерт Би-2 и квартет И. Я говорю: а мы тут что с вами делаем? Давайте. И мы с ним прыгнули в машину и поехали туда. И это был для меня какой-то невероятный опыт, потому что, ну, я тоже такой человек, который в юности очень много делал такие вещи. Вот, и я прекрасно понимаю, что это для вас означает быть на таких концертах. И вот это ощущение свободы, как раз, когда ты долго был лишен этого, когда ты, заперт в своем теле, ты заперт в 4 стенах своей квартиры, и тут появляется свобода. И вот тогда ты понимаешь, насколько вообще вот это возможности, они ценны. То, что ты не знаешь, что будет завтра, ты не знаешь, что будет там в будущем. И вот сейчас, если ты можешь поехать туда, сделать то живи. Вот просто здесь и сейчас наслаждайся тем, что ты можешь. Ну и опять же, делись тем, что тебе подарило небо, да, что ты имеешь эту возможность. Потому что, возможно, через твою историю другой сделает тоже этот шаг, тоже найдет работу, заработает или просто оторвет свой зад, наконец, с этой кровати, начнет двигаться, тренироваться и выйдет на улицу. И вот она пошла как по спирали закручивать вся эта история, что в итоге сейчас я вот так, кто я есть. Потому что я просто начала двигаться. Появилась первая свобода, первое движение, а потом все закрутилось. Давайте поговорим про одежду. Про одежду как часть рынка. Такой вопрос у меня: насколько вообще мир товаров готов к принятию вас как клиента? Вот на примере одежды. Первый вопрос к вам: как долго времени вам нужно утром, чтобы одеться, и вечером, чтобы раздеться? Сколько времени это занимает? Да, если я выезжаю в 10 утра, я встаю за 2 часа всегда. То есть всегда мне на сборы нужно порядка 2 часов, чтобы я спокойно проснулась, да, с мамой мы пошевелили ноги, какую-то минимальную зарядку, потому что каждое утро ты просыпаешься, у тебя все болит от того, что все залежало с тела в одной позе, ты там, спал, да, и вот она мне делает разрядку. Мы одеваем базовую одежду, там те же штаны, потому что в коляске этого сделать невозможно. Садимся в коляску, одеваем вверх, и потом я там умываюсь, чищу зубы, голову мою, завтракаю и выезжаю. И вот это все, как бы ты уже не был быстрый и так далее, но меньше часа-полутора никогда не получается, если ты, конечно, не очень не будешь спешить. Ну а что касается вообще одежды, я просто расскажу такой вам случай, когда я только первое время села в коляску и решилась доехать до торгового центра. У нас есть большой торговый центр, в котором меня привезли,
Конечно, колясок особо в городе я еще тогда не видела, это 2000, наверное, был 9 год. И ты сделал очень большой внутри шаг, ты решился выехать в люди. Ты из себя-то в зеркале еще так поглядываешь, ну как бы ладно, поеду как-нибудь, решусь, и ладно, была не была. Ты приезжаешь в торговый центр, и вот в то время как раз это была история, когда все оборачивались. Когда вот они вот хочешь не хочешь, а они вот так вот косились. И вроде как бы, да, кажется, что, может, тебе это казалось, что все оборачиваются, но это на самом деле было так. Ты едешь мимо кафе, ребята в кафе, они вот так вот смотрят, провожают тебя взглядом, потому что необычно. Окей, но хуже было, когда мамы хватали детей за руки и оттаскивали от коляски, потому что было такое ощущение, что как некий зараженный человек, вдруг это по воздуху как-то передается, или что страшнее, а вдруг ребенок спросит, что с этим человеком и что с ним делать, а я не смогу ответить. И мы подъезжали к неким отделам, и были случаи, когда меня охрана просто не пускала в эти модные отделы, говоря, а к нам с коляской нельзя. Я говорю, ребят, немножко путаете, я не коляска в супермаркете, я просто ваш покупатель, и если так, то бери меня на руки, пойдем гулять по магазину, потому что я не смогу посмотреть ни свитерки, там, ни кофточки, там, или еще чего-либо, просто я не хожу. Но были случаи, когда меня не пускали в отделы. Мы, конечно, вызывали администраторов, объясняли охране, это, конечно, дикость. Сейчас это абсолютно свободное общество, и, конечно же, такого нет. Но над чем нам нужно работать, так это чтобы в каждом удобном, модном и красивом отделе были большие примерочные, потому что это тоже далеко не везде до сих пор сделано, и мы просто не можем заехать в эту примерочную и за собой закрыть дверь. Хорошо появились шторки. А раньше были в некоторых местах дверцы, и они просто никак не закрываются. Ты заезжаешь, заходит рядом мама, которая помогает тебе переодевать эти верхние вещи, которые ты хочешь померить, и мы там просто вместе не можем развернуться. И более того, да, всегда есть сложность в том, что нижнюю часть одежды, это мы всегда покупаем на глазок, приезжаем домой, на кровати меряем, потом мама бегает в магазин, меняет или сдает, и это вечная история. Конечно, намного все сложнее, чем будучи здоровым человеком. Поэтому наслаждайтесь прогулкой по магазинам. А как вы покупаете свою одежду? Вам обязательно нужно поехать в магазин, получить удовольствие, или просто увидеть эту вещь, вам нужно быть там, или вы также покупаете онлайн? Сейчас, ура, появилась очень удобная служба по онлайну. Я уже примерно знаю свои размеры, и я заказываю домой, меряю, но все равно, тем не менее, мы много что сдаем, потому что не подходит там или еще что-либо. Если я приезжаю в магазин, то я уже всегда меряю верхнюю часть, да, кофты, куртки и так далее. Нижнюю я беру на глазок, и опять же меряю дома, и мама потом ездит, очень часто сдает. До сих пор такая история. Но сейчас у меня очень мало времени на походы по магазинам, поэтому чаще онлайн. Я думаю, что этот вопрос тоже достаточно скоро решится. С одеждой, с доступностью магазинов. Это все такой процесс. Процесс, как мы говорили в самом начале разговора, 5 лет, которые нужны для того, чтобы перейти из одного состояния в другое. Большим бизнесом, большим системам рыночным им нужно просто дольше времени. Но появился запрос, появился клиент. Это просто сейчас произойдет на наших глазах достаточно быстро, как мне кажется. Дорогие друзья, вы знаете, что наш проект интерактивный, и каждый из вас может получить возможность 1 часа коучинга с Натальей Коптелининой. Я даже не знаю, куда сейчас показывать для того, чтобы э, показать на Наталью. Вы можете получить час коучинга с Натальей Коптелининой. Это удивительная возможность, потому что Наталья сертифицированный трансформационный коуч. Итак, вы можете получить час коучинга с Натальей Коптелининой, если ответите в комментариях к этому видео на вопрос, в какой компании, на какой должности и с каким кругом обязанностей
могла бы работать Наталья. Я со своей стороны хочу сказать, Наталья, что мне кажется, что вы могли бы быть и президентом нашей страны, потому что женщина-президент — это всегда хорошо. А женщина, которая прошла такой глубокий путь человеческой и личной трансформации и в бизнесе, и в политике, в жизни, она для каждой страны очень полезна. К тому же, что вы очень хорошо понимаете запросы всех граждан этой страны, независимо от их состояния. И я даже не говорю сейчас про физическое состояние, да, потому что ваш опыт, он позволяет включить в круг вашего видения и людей разных национальностей, и разных вероисповеданий, политических предпочтений. Да, у меня вот сейчас большое желание, чтобы просто люди ощутили, насколько они много могут. Поэтому, собственно, я вот в этом году, в такой получился поворотный год, так совпало, что я пошла в этот коучинг, полгода я училась, давала экзамены, но я просто ощутила в один прекрасный момент, что сейчас я на своем примере, на своих уже опыте, на понимании мира могу, независимо, человек с инвалидностью или любой другой бедой, который заперт в этих 4 стенах, показать дверь. Потому что, Боже ты мой, сколько же вы можете всего. Какие прекрасные дороги перед вами. Как много вы можете зарабатывать, какая может прекрасная быть у вас жизнь. А вы просто продолжаете стоять на этом месте. У нас открыта дверь в этой комнате, в которой вы находитесь, а вы продолжаете стоять. Почему? Почему вы не хотите увидеть этот мир, эту свободу, ощутить этот прекрасный воздух, увидеть это голубое небо? И вот у меня сейчас большое желание и вот на уровне политики, на уровне коучинга, общественной работы просто показать людям их возможности, чтобы они каждый в своем конкретном случае сделали тот маленький первый шаг к другой совершенно истории. Наталья, у меня вот такой к вам вопрос, который касается уже ваших учеников. Из моих интервью у меня сложилось такое впечатление, что все-таки успешными в преодолении этой тяжелой ситуации кризисной все-таки становятся люди, которые до этого были или военными, как Роман Аранин или Кристиан Тиферт, или они были спортсменами, или Дёте Маак, чье интервью выйдет как раз в эту среду, она была артисткой, цирковой артисткой. Есть ли такое правило или видите ли вы это в своих учениках и через свой опыт, что все-таки люди, которые до аварии были уже дисциплинированными так или иначе, через семью, через социализацию, через армию, через, не знаю, через что, они лучше справляются? Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли те, у которых не было вот этого? Потому что большинство из нас все-таки не имеет такой дисциплины в жизни. Как эти люди, есть ли шанс увидеть это небо, увидеть эти деньги, увидеть этот вздох, который вы нам все обещаете? Прекрасные наши коучи. Но вот, но вот на самом деле достижение ведь рознь. И для кого-то, да, нужна дисциплина, чтобы сделать бизнес, вставать каждое утро там в 6 утра, вести кучу дел, большой портфель, весь такой серьезный и весь такой деловой. Но когда передо мной сидит человек, которому 40 с небольшим лет, и который после армии получил травму, сел в коляску, и говорит: Наталья, я никогда не работал, но я хочу найти работу, потому что я понимаю, что моя мама, она уже, не вечна, да, и когда-то я останусь один. И когда спустя несколько встреч он говорит: Наталья, а я-то, оказывается, семью хочу, я детей хочу, я готов им дать будущее, и я уже понимаю, что я должен уже еще больше зарабатывать, потому что я не только буду себя обеспечивать, а я должен буду этому ребенку будущее дать. А почему нет?
А почему я не могу создать семью? Значит, я теперь, когда буду в санатории, я не должен сидеть в своей комнате, а должен идти общаться, и значит, я могу найти себе девушку, ну и пускай я в коляске, но значит, я могу создать эту семью, то это же тоже победа. Или, например, человек, который перенес страшную аварию, или операцию, или еще что-либо, и который замыкается в себе, и если у него эта операция повторяется, и он мне рассказывает, что в прошлый раз, когда была операция, я год не мог вообще прийти в себя, я был в глубочайшей депрессии, и я жить не хотела, и у меня все было сложно и плохо. А вот сейчас, увы, повторилась операция, и спустя несколько недель этот человек идет на концерт. Я говорю, да и ладно. Ну и повторилась операция. Ну и ладно, я вообще хочу еще вот это, а еще и вот такую вишенку. И это же тоже победа. И тут дело-то не в дисциплине там, или в спортивном характере. Вот для конкретно этого человека это уже прорыв. О том, что он не сидит в своей комнате, в подушке он не плачет, а он готов выходить, жить, пойти в кафе, купить вкусную булочку. Это тоже победа. И ребята абсолютно разные, у каждого своя судьба, своя планка, свое достижение. И мы вместе плакали, и ощущение было, что вот даже вот когда он просто захотел семью, он уже перевернул свою жизнь. Когда человек после операции готов пойти на концерт, это уже победа. Но есть, конечно, и другие, которые хотят стать паралимпийскими чемпионами. И мы договорились, что на моем камине будет стоять фотография с его первой медалью. А у другой девушки через 5 лет она поедет в Нью-Йоркский наш парк, да, прекрасный, и оттуда мне сделает фотографию и пришлет, потому что она может заработать деньги и туда поехать. И это тоже победа. И она знает, как к этому придет. Но у нее уже цель появилась и дом построить и так далее, но это другая история. То есть у каждого своя планка, и тут дело-то не в спорте, не в военной в выправке или еще в чем-либо. Потому что каждого счастье это свое. Наталья, спасибо огромное. Последний вопрос. Вот 20-й год. Сегодня у нас 19 октября. Вам 34 года. Что бы вы могли сказать той молодой девушке Наталье, 22, за неделю до аварии, когда она была еще на своих ногах, у нее тоже были проблемы, тоже что-то не получалось, тоже были печали. Что бы вы ей сказали и чем бы вы ее поддержали, сегодняшняя Наталья? И что бы вы сказали девушке, которая встретила свой 23-й день рождения на больничной койке, что бы вы сказали ей? Девушка, которая бежала до травмы, она чувствовала себя очень счастливой, потому что я помню, что я буквально за сутки до аварии позвонила маме и сказала: Господи, вот нельзя быть такой счастливой, потому что у меня есть любимое дело, любимая, да, жизнь, там все получается, все здорово, но вот сейчас я бы себе посоветовала все-таки не откладывай некоторые свои мечты, свою жизнь на потом. Потому что я со школы не позволяла себе, например, ездить в отпуск. Все лето, вот в ВУЗе, все вот эти свободные наши каникулы, я всегда работала, я всегда была в пределе, я всегда какие-то планки, дела, и все время что-то откладывала. Поэтому все-таки, Наташа, в 22 года находи время и на маленькие радости, четче, да, понимай, что ты хочешь, и не думай, что сейчас это можно отложить, а потом ты добежишь, доделаешь, а пока что вот это. Все-таки будь более сбалансированной. Ни одной работой жизнь вообще прекращается и ценится. Если бы я разговаривала с девушкой в 23 года, которая лежит парализованная на койке, вся в трубках, которая не может пошевелиться, я бы села рядом и сказала: Наташа, у тебя все получится. Вот сейчас тебе страшно, вот сейчас тебе больно, вот сейчас кажется, что жизнь, она вон там за окном, а ты лежишь здесь. Это же было лето.
там шум, гам, дети бегают, машины ездят, мотоциклы проезжают, а ты лежишь. А тело-то, оно двигается внутри, оно вот вроде как и не парализованное. Я бы сказала, что все получится. Вот не переживай. Просто чуть-чуть больше начинай жить сейчас. Вот это, наверное, главная будет фраза и 22-летний, 23-летний. Живи сейчас. Не когда ты на ноги встанешь, а сейчас. Что ты можешь сделать еще сейчас того, что тебе на самом деле хочется. И тогда, возможно, бы и клуб появился быстрее, и, возможно, бы и первый отпуск с семьей, опять же, когда мы поехали путешествовать по Италии, взяли в аренду машину, забросили в багажник инвалидную коляску и поехали по городам, по дорогам, любоваться миром. Это же случилось потом. Прекрасное путешествие со своими родителями. Просто чуть ближе. Давай. Потом ты на ноги встанешь, потом ты будешь двигаться. Давай уже немножко в канву своей жизни вплетай вот эти маленькие радости. И тогда ты будешь чувствовать себя полноценным, намного счастливым, более цельным человеком. И точно так же может действовать каждый из нас. Что вы сейчас хотите? Что вам сейчас важно? Прямо здесь и сейчас. Вот сделайте это. Когда читаешь наши СМИ, то вот этот тон геройства, да, преодоления, такая риторика, а, у меня возникал вопрос, встречу ли я сейчас такого же человека, который также со мной будет говорить и также рассказывать. И у меня был вопрос, как бы как сделать этот разговор человеческим. Ну, потому что то, что пишется в СМИ, это как бы... А человек за этим, он все-таки другой. И я очень благодарна тому, что вы такая, какая вы есть. Вот. И это для меня прямо большой подарок. И еще после каждого разговора я говорю о том, что я вынесла из него. И сегодня это, наверное, единственная вещь, которая мне запомнилась или легла в душу, это не ждать, когда придет жизнь, а начинать жить прямо сейчас. Дорогие друзья, это была Янина Урусова и проект «Две луны в твоих мокасинах». Смотрите нас по средам, смотрите в себя и спокойно смотрите в будущее.